Привет, единички второго расклада. То есть вчера вы загадали первый вариант на второй расклад. Итак, прежде чем начать, конечно же, приходите все в проживание арканов. Скоро доступ закроется. Кто успеет, тот успеет. И, конечно же, приходите в манифест. В манифесте вы научитесь защиты ставить как на себя, так и на других, чистить квартиры, вообще эзотерики. Научитесь без шизофрении. Итак, ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии. Давайте начнем наш расклад. Не слишком все весело у единичек. Ну, что поделаешь, да? Какие карты выпали, такие карты и читаем. Без выдумываний розовых соплей, розовых сказок и единорогов. Итак, сигнификация — это что это за человек, что сейчас между вами. Ну, этот человек, он, знаешь, у него сейчас полный пофигизм. То есть состояние полного пофигизма. Ему скучно, его ничего не радует. Вот ты ему предлагаешь там внимание, чувства, себя даже, да, а он мимо смотрит. Но не потому, что ты плохая. Никогда не думай, что ты плохая. Если ты плохая, я напрямик скажу. Нет, ты не плохая. Это просто ему вообще все параллельно. Он как будто, знаешь, выгорел изнутри. И при этом у него проблемы серьезные с деньгами. С деньгами, с работой. Он сейчас, знаешь, ему не до тебя, потому что все вот как по звезде пошло. Понимаешь, чувствует себя неудачником сейчас. Думает, что жизнь его на обочину выкинула, что он хуже других, что вот у всех все есть, а у него ни хрена. Понимаешь? И вот это сочетание хреновое. То есть человек, которому все надоело, плюс человек, которому плохо. И получается кто-то, кто вот просто в яме сидит и даже не пытается выбраться, понимаешь? Потому что ни сил нет, ни желаний нет. И ты для него сейчас, знаешь, как напоминание о том, чего у него нет. Вот он на тебя смотрит, да, думает: она хорошая, но мне не до нее. Вот так вот. У меня, говорит, своих проблем выше крыши. Какие еще отношения, когда я не знаю, как до конца месяца дожить? Между вами сейчас пустота. Он от тебя отвернулся. Но не специально, не назло, нет. Просто он, знаешь, погряз в своих делах и тебя там не видит. Вот ты стучишься, а дверь закрыта. Вот замечала, что он реже отвечает стал на твои сообщения. Разговоры у вас стали короче, суше, я бы сказал. Что он как будто вот не здесь, и даже когда рядом его нет здесь, понимаешь? Вот это оно. Он в себя ушел, вернется не скоро, в проблемы погрузился, а ты снаружи осталась. Сразу скажу, он не злится на тебя, не обижается, ну, ему просто не до тебя. Когда человек тонет, он же не думает о том, как красиво там берег выглядит на море, да? Он думает, как не захлебнуться. Вот у него так сейчас. И еще один момент, он, знаешь, он сам себе противен сейчас. Не хочет показывать тебе вот эту свою слабость, вот эту несостоятельность. Лучше в сторонку отойти, чем признать то, что он в заднице. То есть мужская гордость. Но ты ему нравилась. Раньше, когда у него все нормально было. А сейчас он, знаешь, вот заморозил все свои чувства. Вот так вот, законсервировал. И убрал там в подвал, на дальнюю полку, потому что сейчас не до чувств, понимаешь? Его чувства настоящие, что он вообще думает сделать дальше. Ну, знаешь,
Он хочет быть богатым, хочет быть успешным, хочет самодостаточным быть, да, по картам. Таким мужиком хочет быть, у которого вот все есть. Квартира, машина, счет в банке, уверенный в завтрашнем дне. Он мечтает о комфорте, о независимости. И он думает, что пока этого нет, ему нельзя отношения строить. Понимаешь, вот ты до него долбишься, вот, ну, образно говоря, да, до него хочешь достучаться, но, как сказать, ты даже не на пороге у него, чтобы он слышал. Понимаешь? В его голове сейчас простая схема. Сначала я на ноги встану, потом буду думать о женщинах. Сначала деньги, потом любовь. Сначала стабильность, потом все остальное. Он сейчас оценивает, смотрит на свою жизнь и прикидывает там, сколько еще пахать, да, когда результат будет, стоит ли делать то, что он хочет. Понимаешь? Он сейчас как в режиме ожидания урожая, который уже посадил, понимаешь? К тебе он относится, к тебе вот это все, знаешь, напрямую относится. Он думает, знаешь, а стоит ли она того, чтобы ждать? Потянет ли она мой вот этот хреновый период? Не сбежит ли, пока я ноль полный? И взвешивает тебя вот на этих весах внутри, понимаешь? И он не собирается ничего делать в ближайшее время. Нет, вообще ничего. Ни шага навстречу, ни признаний, ни действий, ни цветов. Он будет сидеть и ждать, пока его дела не наладятся, пока не почувствует себя вот достойным, понимаешь? А это длиться будет долго. Месяцы. Он реально вот готов ждать, пока все созреет. Терпеливо, упорно, молча. И тебя он тоже заставит ждать. Даже не спрашивая, хочешь ты этого или нет. Чувство к тебе есть. Где-то там, под вот этим слоем огромным проблем и комплексов. Он видит в тебе ту, с кем хочет быть. Когда-нибудь потом, понимаешь? Когда вот станет тем, кем хочет стать. Но сейчас он тебя не выбирает никак. Он выбирает свои амбиции, свой путь наверх, свою там самодостаточность. Ты на втором месте. Он не считает это неправильным чем-то таким. Ну, по идее, он правильно думает. Что тебе делать, зная все это? Ну, знаешь, по картам руль берешь в свои руки и заканчиваешь этот цирк. Ну, по картам так, я бы тебе сказал, конечно, да, поддержи его и так далее, но без лапши читаем карты. Поэтому хватит ждать, пока он соизволит обратить на тебя внимание. Хватит надеяться, что вот-вот он разберется со своими делами и придет. То есть на скамейке запасных хватит сидеть. Тебе нужно принять жесткое решение. Ни истерика, ни скандал, ни слезы. Вот спокойное, взвешенное и окончательное решение. Либо ты в его жизни сейчас, либо тебя там нет вообще. Потому что этот период нужно закончить. Не заморозить, не на паузу поставить, а закончить. Потому что то, что сейчас между вами, это не отношения. Это вот я бы сказал, знаешь, что это? Это ничего. Пустое место, которое жрет твое время, нервы, энергию. И ты не обязан его ждать. Пока он там строит свою империю, ты теряешь годы. Причем годы, которые могла бы потратить на кого-то, кто хочет быть вот с тобой здесь и сейчас. Не потом, не когда-нибудь, а вот именно сейчас. Поэтому скажи ему прямо. Скажи, я не буду ждать неизвестно чего и неизвестно сколько. Это знаешь, как в сказке «Пойди туда не знаю куда, принеси то не знаю чего». Любил эту сказку очень. Вот и говори, либо мы вместе сегодня, либо расходимся навсегда. Без всяких обид, без всяких претензий. И вот так вот. Ну, сразу скажу, он, скорее всего, выберет свои вот эти амбиции. Поэтому готовься к этому. Он не бросит свои планы ради тебя, потому что в его голове вот эти приоритеты, они четко расставлены. И это хорошо, потому что ты наконец-то ясность получишь. Потому что ты вот в подвешенном состоянии. Извиняюсь. В подвешенном состоянии сейчас. И перестанешь висеть в неопределенности, сможешь дальше идти.
То есть эта смерть старого, она нужна, чтобы началось новое. Нельзя бесконечно держаться вот за то, что не живет. Поэтому отпусти, отрежь и место освободи для того, кто реально захочет на этом месте быть. Потому что ты заслуживаешь человека, который выбирает тебя первый, понимаешь? Не после работы, не после денег, не после амбиций, а вот первый. А этот такого не даст. По крайней мере, сейчас, в данный момент, понимаешь?